Мы поселились в брошенном городе Припять. Прогуливаясь улицами после рыбалки, мы случайно наткнулись на охрану. Ребятам очень опасно быть возле колеса, потому что после того, как они пытались его запустить, вот тут Многие полюбили просто после этого случая, да, и хотят взять у нас автографы. вот колесо. Жесть, конечно, стрёмно, тут не то слова. Чего пусть там никого нету. Люди. Он спиной стоял, это супер. Туда шел, в ту сторону. Нас не увидел. Ребята, на колесе был патруль. Это тот самый патруль, который нас ждет уже 2 месяца. После того, как мы пытались запустить колесо. Чего сюда идем, не пойму даже. Ладно, сейчас узнаю. Вау. Мы подошли к колесу, там была охрана. Мы развернулись, пошли в другую сторону, там 2 автобуса стоит. По какой-то причине экскурсии начались на час раньше. И мы сейчас заходим в какое-то здание. С крыши будем производить разведку. Это, прям возле колеса. Можешь хоть раскинул удочки, потому что это очень стрёмно. Лозунги СССР. Смотрите. Повсюду одна водка. Типа спасается от радиации. Сейчас мы можем тихонько подняться здесь на крышу, посмотреть на колесо. Давай поднимемся, раз мы тут. Что-то общежитие, что ли? Это общежитие? Да, похоже на общагу. Толщая лестница. Вау, ничего. Ребята, это видос просто. Нам все прикрепили. Колесо, прям под носом. Макс, дерево какое выросло. Прям на крыше. Я видел. Но меня больше удивляет вид, который мы здесь видим с тобой. Рядом гербовые 16-этажки. Блин, реактор такой в тумане прям. Так, ребят, пока никого не видно. Там сейчас все пусто, но бусы только подъезжают. Через густые дебри двигаемся домой. Смотри, какой у нас салаз, ребята. Это вообще жесть. Кто придумал этот салаз? Здесь все сыпется на ходу. Да похер вообще лезь. Там все прям осыпается, вот рухнет, надо очень аккуратно лезть. Ребят, мы задержались с рыбалкой. Теперь приходится нам выбираться через центр. Опасное время, уже 8 утра. На все идут экскурсии. Общежитие. Да. Это техникум какой-то, НРК сберегающий, что такое. Пойдем за заборчиком, а там дорога сразу. Ягоды не хочешь попробовать? Какая смородина. А что это за ягоды? Вкусняшка. Хочешь? Не. Это, походу, волчьи. Подписывайтесь ко мне на канал, я сразу спасу. Это волчьи. Серьезно? Братан, Да. это опасно. Ё-моё. Вот это жесткий тип, конечно, пипец. Вкусная, капец, сладенькая прям. Пишите в комментариях, что с ним произойдет. Зачем есть волчьи ягоды, не понимаю, честно. Ну, диарейка тебя точно будет. Что-то сильно опасно, да? Опасно то, что вы орете. Зря я ягоду сожру. Нормально. Ничего не полезно. Я шиповник бы еще попробовал. Глянь, балкон. Там и там могут быть автобусы, там они точно стоят. Начинается самый стрём. Он говорит, идем. Все, быстро идем. Блин, палево. Фух, мы пересекли успешно центральную дорогу. Что такое? Это гриб по-русски. Это гриб. Мы почти дошли до нашей хаты. Запалов не было, никто нас не видел. Белая 9-этажечка, почти новая. Уже все знакомо. Каждый подъезд практически. И мы знаем, вот там одна хата сталкерская, там вторая сталкерская. Мы уже знаем, как они выглядят. Кто где живет, кто когда приезжает, когда уезжает. Кстати, если вам нужна сталкерская квартира, пишите в личку. Вот это наш подъезд. Статор от лифтового мотора. Щитовая.
Ну, собственно, подъезд. Ну все, ребят, тут мы в безопасности. Поднимаемся на наш этаж. Че, Макс? Как тебе шуточки Димаса? Тебе жалко удочку вообще? Конечно, жалко. Дорого она стоила? Да, дорого. Димас просто очень хотел домой. Он просто не любит рыбалку сильно. Братан, не снимай. Мне не в прикол. Я реально хотел словить для своих зрителей рыбу здоровую. Не, реально это запрещено здесь, потому что заповедник. За это предусмотрено уголовное наказание. Так что не шутите. Правильно ты сделал, что спрятал удочку для своих подписчиков. Пускай их посадят. Мои подписчики, они очень умные, я думаю, не справятся. И, ребята, если вдруг вас ловили с удочкой, сразу выкидывайте удочку и говорите, это не моя, я ее первый раз вижу, все, и вам ничего не накажут. Ребят, ну что, мы уже тут живем достаточно долго и хотим ответить на часто задаваемые вопросы под нашими видео про Припять. Ну что, погнали? Первый комментарий от какого-то Ивана. Зачем вы приехали в Припять? Там же радиация, вы все умрете, у вас не будет детей. Давай я, наверное, отвечу на этот вопрос. Скандальный. У нас есть с собой дозиметр. И что я вам могу сказать, ребята? Бояться нечего. Радиация здесь не намного больше, чем в любом крупном городе. Она не может причинить большого вреда, потому что сила излучения уже не такая мощная. Единственную опасность здесь представляет это радиоактивные частицы, которые можно случайно съесть с немытыми руками или вдохнуть. Когда взорвался реактор, да, здесь осадки, выпали как бы в разных местах, грубо говоря, в шахматном порядке, да. То есть здесь есть чистые зоны, а есть реально грязные зоны, поэтому не переживайте за нас. Мы профессионалы, нам можно. Ребят, решили подготовиться к зимним экспериментам. А для того, чтобы не искать на разных сайтах все товары, решили заказать на сайте Пирохобби. Все, что нам нужно, у них есть. Оплатить товары можно картой прямо на сайте. И вам доставят по всей России и СНГ транспортной компанией или почтой. Обещали даже нам в Чернобыль доставить. Шутка. Еще Пирохобби также открыл шоурум в Москве по адресу улица Осенняя, 23 и проводит новогодний конкурс. Ссылочку на их сайт, на котором заказывали химические реактивы, комплектующие и оборудование, а также конкурс в описании. А зимние эксперименты вы хотите в Чернобыле или в Луганске? Почему вы бегаете от охраны? Зеленский же разрешил тут ездить. Почему бегаем от охраны? Потому что Зеленский не разрешил. Это не в его власти, и вряд ли это когда-нибудь будет. Может быть, упростится система проезда сюда, но это все будет официально. Мы же здесь находимся неофициально. Это маленькая тонкая грань, когда у человека есть пропуск, а когда его нет. А что будет, если я поеду в зону отчуждения, просто там буду ходить как турист, ничего не ломать, не вандалить, не мародерить? Спасибо большое. Хороший вопрос в этом чудесном подъезде. Первое, что может с вами случиться, вы хапанете какую-то дозу радиации. Второе, это, естественно, вас может забрать патруль полиции, военная охрана. Вам может быть протокол и штраф. И что дальше с этим протоколом? Смотри, на самом деле протокол ничего страшного, будет максимум штраф, либо же предупреждение. А какой штраф? Сколько? Сколько штраф? 17 гривен? Сейчас такие все ломанули. 17 неоподаткованных минимумов. Это незначительная сумма. Понимаете, почему мы собственно, с ребятами бегаем? Потому что у нас много камер. А здесь неофициально снимать нельзя, соответственно, все кадры могут удалить. Да, ребята, если даже вас ловят, то стойте на своем, не отдавайте ни телефоны, ни камеры, они не имеют права забирать у вас полиция, поскольку это ваша собственность, и всегда защищайте свои права, в какой бы ситуации вы ни попали. Очень часто задаваемый вопрос, где вы достаете еду? В Припяти нет магазина рабочего, это факт. Ближайший магазин находится в городе Чернобыль, но это достаточно далеко и очень опасно туда ходить, потому что там много охраны, нужны пропуска, которых у нас, к несчастью, пока что нет. Оказывается, в Припяти есть доставка еды. По сути, тут работает доставка чего угодно. Нужно просто позвонить по телефончику, скинуть деньги на карточку, и в указанном месте просто сделают закладку. Все, приходишь возле своего подъезда, забрал еду, посылочку, и ты отдыхаешь. Я забыл, что в эту закладку нужно положить деньги. Не, можно на карточку, либо деньги Да, поставить. добрый. Да, там несколько вариантов, реально. Да, карточка. Ну и, собственно, самый задаваемый вопрос – это зачем мы переехали жить в Припять? Вообще у нас грандиозные планы. Мы хотим восстановить этот город хотя бы по чуть-чуть. Вот мы уже одну комнату. Потом хотим восстановить коммуникации в этой квартире. Далее мы хотим запустить такой
челлендж, тренд. То есть, чтобы люди повторяли, сталкеры старались не разрушать Припять, а наоборот восстанавливать, где-то там убрать, где-то отремонтировать что-то, чтобы дольше сохранялось. Это все-таки история. Завязывайте хейтить, делайте добрые дела. Второе, это все равно, как ни крути, это экстремальный вид отдыха. Как та же самая рыбалка и охота, и с годами все это дело развивается. Да, здесь палево разговаривать, потому что мы вышли на улицу. Да, здесь как бы экскурсии рядом ходят. Можно тихонько, микрофон чувствительный. Да. Я хотел вообще побывать и почувствовать эту атмосферу страха. Я ее реально почувствовал. Так что спасибо реально, парень. Следующий вопрос. Касаемо вашего прошлого видео перебывания в Чернобыле. В атомный реактор вы официально ездили или нет? И очень много вопросов касаемо слова «футуристично». Здесь находился атомный реактор. Посмотрите, какие футуристичные баллоны. О, это Антохи, он так любит радиацию. Это было нелегально, да. Это было нелегально, да, потому что официально туда не водят. Вот хоть загуглите весь интернет, нигде вы не найдете экскурсии на третью очередь. Касаемо футуристичного, меня просто перехватили эмоции. И для меня казалось, что то, что сейчас я вижу, да, для будущего это реально футуристично выглядит. Ну что, ребята, я могу вам сказать в конце этого маленького интервью с ответами на вопросы. Будьте добрей, не мусорите в Припяти, не вандальте. И тогда к сталкерам охрана будет относиться гораздо лучше, соответственно, наказаний будет меньше. И только общими усилиями мы сможем сохранить этот памятник величайшей трагедии человечества в достойном виде для наших, можно так сказать, потомков. Надеюсь, мы вкратце ответили на ваши вопросы, но вы не останавливайтесь, пишите в комментариях, может действительно у вас есть какие-то темы, вопросы, на которые вы хотите узнать ответ. Также подписывайтесь на канал. Ребят, вы наверняка думаете, что мы тут живем одни, вообще тут никого нету, скучаем. Но по факту мы частенько видимся со сталкерами по вечерам. Но сегодня мы хотим поехать к людям, которые здесь тоже живут постоянно. В Припяти мы не нашли таких людей, которые живут постоянно. Но зато рядом есть села, в которых живут самоселы. Пообщаемся с ними немножко, посмотрим, какой у них быт, посмотрим их огород, где они выращивают радиоактивные продукты, да, как все думают. И действительно замеряем грунт и поставим уже вопрос ребром, действительно ли они так сильно фонят. Короче, вопросов будет очень много, не будем задерживаться. Погнали. Понеслась. Мы собираем финально вещи. Конечно, немного страшновато оставлять квартиру без присмотра. Вдруг кто-то сюда залезет, пока нас не будет. Вот такой шикарный вид за окном. Припятский. Да. Мусорок мы вынесем полностью, даже пакеты. И оставим здесь ведро для мусора. Ну что, красиво смотрится? Да. Поддерживайте чистоту в городе, музее Припять. Вот так даже. По уходу мы шторы зашториваем, чтобы никто не видел, что здесь хата построена. И вход в эту хату тщательно замаскируем. Он будет выглядеть совсем непривлекательно, так что не ищите, найти ее будет очень сложно. А если найдете, то, пожалуйста, не вандальте. И еще если найдете, то никому лучше не говорите, потому что информация может попасть вандалам каким-то, которые все тут разнесут в щепки. Тапочки я тоже оставляю, коврик welcome остается. В путь, погнали. Да, го-го. Тут все, конечно, ребята. Мы в Припяти, тихо. Сейчас мы идем к ковшу, который убирал графит на взорвавшемся 4-м энергоблоке. Радиоактивный ковш. Да, Антоха, мы пришли. Вот он самый. Достаем дозиметр. Быстренько. И смотрим за уровнем радиации. Смертельный номер, ребят. 12 тысяч, 13. 14, 15, 16, 20, 27, 35. Там 33 внутри. Блин, ну надо прям к металлу поднести. Надо прям к металлу, Дима. Ты можешь вообще 50, 70. Камера чистая. Да, слышу, рукой коснулся. 20, 50 сейчас были, смотри, 60, 80. Вот тут самая грязная точка. Сколько там? Ух ты, ё-моё. Саня, это очень жестко. Ты думаешь, загорит? Короче, тут самый пик. 400, 500, 570. 570 тысяч. Мне ж не по себе стало, потому что я чувствую как-то херосив. Это, наверное, самовнушение, но 570 тысяч это прям, колоссально. Тут очень много разных радиоактивных отходов. Что такое? Тебе плохо было. Что такое? В башке потемнело. Что? Не, без шуток. Что ты гонишь? Серьезно? Ну что говорил, надо быстрее, долго не находиться возле. Антоха, все нормально? Пацаны, я без шуток, сними рюкзак.
Блин, давайте помогу. Давай, давай. Уже от ковша подальше желательно отойти. Все отпускает. Если я внутрь залезу, сколько мне нужно, чтобы обучиться максимально? Понимаешь, радиация такая штука, она до конца не изучена. Никто тебе точно не скажет. Но 570 тысяч, я тебе скажу, что это превышение, знаешь, во сколько нормы? 25 тысяч раз превышение. Это очень огромное, по-любому мутация начнется. Его называют ковш смерти. 25 тысяч раз превышение. Смотрите, здесь просто лес, и по лесу разбросано очень много разной техники. Вазики какие-то кабины, и они тоже все очень дико фонят. Это кладбище техники, которая участвовала в ликвидации последствий ЧЗО. Короче, технику отмывали, и через 25 лет ее должны были заново взять и использовать. Но так как тут было очень много вандализма, в основном все машины были побиты, проколоты колеса, повытаскиваны двигатели. И, собственно, через 25 лет, когда все кинулись пытаться запустить эту технику, они поняли, что это уже нерентабельно, и она таки осталась брошенной. Верно? Нет. Нет, вообще такая чушь. Прикинь, это все мне рассказывали на официальной экскурсии. Нет, ну они пытались отмыть ее, естественно, но, блин, это не 25 лет. Сейчас мы проходим самый опасный участок. Станция Янов. Офигенный обзор, поэтому нас могут запалить. Поэтому надо очень быстро пройти. Мы уже почти на базе металлистов. Вот кабели, по ним как раз подведен свет сюда. Тут можно подключаться. Только аккуратно, чтобы никто не видел. Сейчас быстро валим. Димон орет, говорит быстрее. Потому что мы сейчас в очень паленом месте, да, находимся? Да, это сверхпаленое место. Офигеть. Я упал. Чего вы вдвоем упали неожиданно? Да что упали, блин, мы я шел. Да елки-палки. Я тоже упал, здесь Антоха, да? Все, погнали. Это что поле, через которое нас Вадим Вадимович вел. Я просто жесть, как ямы. Вот так, ребят, выглядит село. Смотрите, деревянные заброшенные хаты полностью. Такие уже пошатавшиеся совсем. Антенна стоит, окна на месте. Ребята кричат, но никак догораться не могут до людей. Да. Ну, чистенько тут. Ребят, прикиньте, в Чернобыльской зоне люди все-таки живут. И мы вам сейчас покажем. Причем как она, это смотри, что-то происходит. выращивает. То есть она что-то выращивает. Как вы считаете, нас примут самоселы? Хорошо или плохо? Мне кажется, они будут рады. Мы им привезли шоколадки, гречки, крупы всякие, там чай, кофе. Мы бродим по селу, в домах явно кто-то живет, но почему-то тут нигде нету людей. Смотри, натоптано как. Как ты думаешь, кого же мы встретим в этом доме? Смотри в следующем видео.